Девственность– это очень важный аспект и часть при зачатии осознанно, с осознанным человеком, просветленным, чада Божьего. Каждый, кто в просветлении уже, он родит, он впустит душу в этот свет Бога, осознанно впускает в этот мир, осознанно только просветленный человек Бога. Он полностью понимает, что этот ребенок не принадлежит ему. Он полностью осознает, кто он. Он полностью понимает, в чем это чудо процесса. Девушки, которые пребывают в девственности, в понимании, они ни капельки не присваивают этот плод, как в современном мире. Девушки. Они отдаются целиком Богу. Когда рождается этот ребенок, ему не внушают, что ты мой ребенок, что твоя мама самая лучшая. Ему объясняют, что ты Божий ребенок. Тебя создал Бог. И все происходит по воле Божьей только. И никак по-другому. Этот самый главный посыл заложен для просветленного в Библии. О том, что девственность, только девственная девушка может родить Бога осознанно. Это не значит, что каждая другая девушка рождает не Бога. Да, она рождает Бога, но этого Бога она моментально присваивает себе и налаживает на него большие ограничения в сознании. Она его присваивает, говорит, это мой сын. Обычная девушка рождает своего ребенка, но не дитя Божьего. Это небольшое отличие в сознании мамы, которая влаживает сразу же с первым зачатием свой плод. Если каждая из вас, мама, будет влаживать сознание в свое чаде, что это Сын Божий, с самого зачатия, осознавать, понимать и созерцать этот процесс, у вас родятся боги. Недаром было сказано на Руси в древности, что там рождались боги. Боги рождались на этой территории. И это правда, потому что было гораздо больше осознанных и просветленных девушек с целомудрием, непорочные. Непорочное зачатие – это больше имеется в виду, что девушка не то чтобы непорочно, кто-то как-то чудом родился. Это чудо и происходит, поверьте. Если вы осознаете, кто вас сейчас оживляет, кто вам дает жизнь, это уже чудо, большое будет. И все, что остальное вы будете созерцать в течение дня или при беременности, это будет всего лишь чудо в проявлениях. И одно чудо, что вы сейчас оживаете, и то, что родится ребенок, оно не отличается. Никак. И на наших территориях было очень много просветленных мам. Они осознанно зачинали ребенка. Осознанно, с осознанным человеком просветленным. Без огромным базисов, комплексов, как это делается в современном мире. Если девушка думает за деньги, если девушки какие-то меркантильные соображения, понимаете, какую энергию она уже будет залаживать в плод. Если у нее будет какой-то умысел или еще что-либо, ребенок будет зачат. Вы понимаете, в каких энергиях. Только Божье дитя, только ребенок Богу принадлежит, не мне, как мамы. Соответственно, на эту маму не будет налаживаться большое бремя опьянения. Я называю это опьянение, когда случается с девушкой, когда она считает, что ребенок это ее.
когда отец считает, что ребенок это его. Он погружается в иллюзию «моё». Моё и только моё. Мой ребенок, мы родили его для себя, это наше спасение. Нет. С этими мыслями вы станете рабом этого ребенка. Почему? Потому что вы считаете, что это ваш. Вы его очень сильно ограничиваете сразу. Вы делаете ребенку очень узкий мир. Ребенок не может думать глобально с самого рождения. Когда родители внушают, что ты только мой. Если родитель будет говорить ребенку, что ты сын Божий, у ребенка будет формироваться, что весь мир так или иначе принадлежит ему, и он является частью этого мира. Это прекрасное магическое свойство, которое меняет с самого рождения сознание ребенка. Вот почему в Ведах было сказано: рождались боги. И правду эти Веды говорили, потому что зачатие происходило девственно, только по любви, только по искренней любви мужчины и женщины. Но любовь – это жизнь делалась на просветленном сознании, понимаете? Они готовы родить Бога, они готовились и подготавливались всю жизнь и котка. С детства женщина понимала, для чего ей беречь целомудрие, чтобы родить Бога. И это объяснялось не потому, что от вас хотят сховать что-то тайное. Родители объясняли дочерям, а также были специальные жрецы, их называли. Их отцами называли в древности, потому что они выполняли задачу отца. Такие. Они и не маги, но они понимали, они были просветленные и сильные в науках высоких и низких вибраций. И благодаря этому осознанию каждая семья зачинала Бога. И с их посылом они жили и разговаривали со своим ребенком как с Богом. Не возвышая его, а наоборот давая ответственность и понимание, что весь мир не враждебен к тебе. Он твой, он создается Отцом из твоего сознания. Недаром Иисус говорил: Он и я есть единое целое и неделимое. От Отца я пришел, а не от себя. Не могу я от себя прийти, только от Отца. Он показывал этими словами, что у него есть полное понимание, в каком состоянии пребывала Мария, как его воспитывали и что он впитал. Это фантастическое проявление и описание жизни Иисуса, если эту книгу рассматривает просветленный человек. Тогда он видит все маленькие детали, все маленькие нюансы, которые будут важны в жизни для обычного люда. Чтобы объяснить эти важные аспекты, чтобы каждый из вас мог понять, в каком состоянии вы сейчас находитесь, и объяснить это своим детям. Прочувствовать сами, не укорять себя. Вы прекрасны такие, какие вы есть. Я проявился сейчас в вашей реальности. Многие, кто меня не знает, узнает. И эта информация рождается в моменте сейчас. Вы ее узнаете только сейчас, и на это воля Бога. Я постараюсь через свою осознанность передать вам эти чувства через видео. Да будет по вере вашей. Если вы сможете со мной синхронизироваться, вы полностью поймете, в каком состоянии я сейчас нахожусь.
и какую энергию наилучшим образом вы сможете понять и осознать в своем мире. Откройте ей сердца свои для этой информации, и тогда она к вам придет наилучшим образом ваше сознание. И также в Ведах говорится, что дети – это создание Божье. Они еще не ведают ничего. В них залаживается энергия мамы и папы и родственников. Чем больше в роду осознанных просветленных, тем больше шансов этой душе с наименьшими, как говорится, зацепками сразу осознать этот мир, прочувствовать его законы и тут же находиться в просветлении и осознанности. С этим миром тоже важно ознакомиться. Где есть хорошо, что можно делать, что не можно. Но когда есть уже база заложена с самого рождения, это самый легкий и самый приятный для ребенка путь. С наименьшими затратами и повреждениями своей энергии в нашем физическом материальном мире. Это красота, когда каждая душа, даже с момента сейчас, начнет идти к осознанности. Если вы родили ребенка в других ситуациях, и если отец начинал с другими мыслями ребенка, постарайтесь сонастроить свое сознание с той информацией, которую я вам сказал. И с этого момента начать понять и осознать этот процесс и взаимодействия с вашим ребенком. Это не значит, что вы должны сказать ребенку: «Ты Бог мой, я буду тебе молиться». Нет. Вы должны прийти к осознанности, просветлению, и вы придете. У каждого это получится. Кто сможет открыть сердца. Я буду всячески этому помогать. Это мое служение вам. Мне от каждого сейчас ничего не надо. Ничего. Эта информация идет каждому бесплатно. У меня сейчас здесь нету никаких людей, но в скором будущем, когда люди появятся, желающие познать и почувствовать мою энергию, я начну ей делиться. Но сейчас со мной пребывает Бог. Мне этого вполне достаточно. Проводить высокие вибрации вам. Это понимание, это осознание жизни. И это фантастический miracle experience. Даже такое английское слово вырвалось. Будьте мудры. Смотрите канал. Подписывайтесь на канал. И я постараюсь все свое служение наилучшим образом объяснить, донести вам. Через прекрасный божественный поток энергии, как я называю индиго-луч, я передаю вам информацию. Эта информация является не Мишиной. Миша является в этом процессе передаточным механизмом, как телефон, как радио. Это воспринимает, здесь определенные части нашего мозга воспринимают информацию. Эти передают. Вы можете чувствовать и понимать меня очень глубоко, если вы будете в доверии ко мне. Если не в доверии вы были, под конец стали в доверии, пересмотрите это видео сначала и постарайтесь его смотреть уже более с доверием. Всем мира и добра. Я вам шлю свет своей любви в ваши сердца. Пусть у вас будет все самым наилучшим образом для вас. И сбудется все, что уготовано вам прекраснейшей судьбою Создателя. Да будет на все воля Его. Всем пока.